Использование теней в играх далеко не новинка. Но почти в каждой игре функция у них одинаковая. Тени либо маскируют главного героя, чтобы тот мог выждать момент и нанести ничего не подозревающему врагу смертельный удар, либо же наоборот скрывают в себе каких-нибудь монстров, которые неожиданно нападают и не дают игроку заскучать. В этом обзоре мы поговорим о Ским, игре, где тени – важный геймплейный элемент, который, однако, используется совершенно по-новому. Ским игроку предстоит взять на себя роль Шхима. Это маленькое существо, благодаря которому у каждого человека и предмета есть собственная тень. История игры начинается с обычного маленького мальчика. Вот он катается на велосипеде, вот идет в университет, вот встречает спутницу жизни, а вот устраивается на работу. Но, как это иногда бывает, неожиданно в его жизни наступает черная полоса. Парня увольняют с работы, кто-то крадет его велосипед, автобус уезжает с остановки прямо перед его носом, да и вообще все как будто начинает валиться из рук. Именно в этот момент связь между ним и Шхимом разрывается. Теперь задача Шхима – воссоединиться со своим человеком. Ским — это 3D-платформер, действие которого разворачивается на городских улицах, полных людей, животных, деревьев, машин и других предметов. Задача на каждом уровне предельно проста – попасть из точки А в точку Б. Однако вместо привычных прыжков по разного рода платформам, здесь предстоит перескакивать из одной тени в другую. Это достаточно легко на уровнях, где, например, много деревьев или фонарных столбов. Но как только на экране появляются люди или машины, мир начинает жить в собственном ритме, и под него необходимо подстраиваться. Перемещаться от тени к тени позволяет двойной прыжок. Первый раз можно прыгнуть как на длинное, так и на короткое расстояние. Все зависит от того, как долго зажата кнопка прыжка. А вот второй прыжок совсем небольшой и нужен скорее для небольших корректировок направления. Если же доскочить до нужного места не получилось, не беда. Умереть или проиграть здесь нельзя, поэтому в случае неудачи Шхим просто вернется на одну из предыдущих теней. Правда, иногда может отбросить достаточно далеко, и это, если честно, слегка расстраивает. Шхим также может взаимодействовать с окружением. В некоторых случаях на геймплей это никак не влияет, например, стул или коробку просто потрясет. В других же это необходимо, чтобы пройти уровень. Например, некоторые таблички или уличные зонты можно оттягивать как рогатку, чтобы запустить Шхима через пространство, где теней нет. А иногда даже не нужно ничего нажимать. Например, тени бельевых веревок или проводов постоянно пружинят, и это можно использовать. Никаких подсказок не будет, разобраться, как работает тот или иной предмет, придется самостоятельно. Но это ни в коем случае не минус, даже наоборот. Благодаря разной реакции предметов на нажатие кнопки действия, изучение мира не превращается в рутину. Мне, например, нравилось сигналить машинами, пугая стоящих рядом людей, выбрасывать скомканные бумажки из мусорных баков и заставлять крякать уточек. Дополнительно изучать мир мотивируют коллекционные предметы, лежащие то тут, то там. Разнообразие уровням добавляет и время суток. Например, днем тени короткие, а к вечеру они становятся длиннее. Есть и ночные уровни, где свет испускают только фонари, которые еще и не всегда исправны. В общем, все как в жизни. В целом, уровни в Ским достаточно простые, к тому же здесь невозможно потеряться, ведь есть кнопка указания цели. Но пару раз у меня возникали ситуации, когда я совершенно не понимал, куда прыгать дальше. В такие моменты я просто делал перерыв, и путь находился сам собой. Если вы любитель сложностей, то не спешите тут же списывать игру со счетов из-за простоты. После прохождения игры в настройках можно отключить дополнительный прыжок, сохранение на уровнях или включить опасный режим, который дает всего 20 жизней на прохождение всей игры. Нельзя не отметить и то, как выглядит игра. Уровни нарисованы в минималистичном стиле с использованием только контуров и 4 цветов, но этого вполне хватает, чтобы мир игры выглядел прекрасно. А если вдруг вам не нравится расцветка, задуманная разработчиками, то вы с легкостью можете добавить игре индивидуальности и поменять любой цвет в настройках. Ским – необычный платформер с живым и интересным миром.
У игры, на первый взгляд, простое управление и несложные уровни, которые, тем не менее, могут застать врасплох, особенно если включить дополнительные опции сложности. Сюжет игры прост и, думаю, в какой-то мере близок к каждому. Так же, как истории не нужны слова, чтобы быть интересной, визуальному стилю не нужны тысячи цветов и деталей в рисовке, чтобы выглядеть красиво. Несколько часов, проведенных мной в игре, без тени сомнения принесли мне удовольствие. Если вы любите платформеры и ищете игру на пару-тройку вечеров, чтобы расслабиться, то я бы посоветовал обратить внимание на Steam. Если вам понравился обзор, подписывайтесь на наш канал здесь на YouTube и на наш канал в Телеграме, где мы публикуем новости игр и кино. Также нас можно поддержать подпиской на Boosty. Все ссылки вы найдете в описании. С вами был канал In Your Eyes. До скорых встреч!